Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Привет, мои подписчики, привет, гости моего канала. Наступила осень, а это значит пошли дожди, порой затяжные, но иногда вот такое прекрасное солнышко после дождей. Свидетельство того, что вот эта сосна, смотрите, вся такая блестит после дождя. Но это ненадолго, сейчас опять будет пасмурно и будет дождь. И многие из вас все равно ездят за грибами, в походы ходят, а на рыбалку, на охоту и попадают в дождь. А как развести быстро костер, как сделать самодельный розжиг для плохой погоды, для дождливой погоды, чтобы быстро развести костер, это я вам расскажу в этом ролике. Для того, чтобы сделать этот розжиг, вам понадобится обычное хозяйственное мыло, кусок хозяйственного мыла. Это раз. И обычный бензин. 80-й, 92-й, 95-й, либо еще какой-нибудь 100-й. В общем, обычный бензин. А теперь необходимо этот кусок мыла измельчить. Я это буду делать на обычной терке, на крупной терке. Иногда буду и на мелкой. Итак, приступаем. Теперь беру бутылочку, я предпочитаю бутылочку с широким горлышком, и наполняю мылом. Наполнил бутылочку мылом, стружками мыло, а теперь надо залить сюда бензин. Кстати, немножко осталось натертого, утрамбовывать сильно не надо. И остался даже кусочек хозяйственного мыла для дальнейшего использования по назначению. Итак, наливаем сюда бензин. Бутылочку наполнили бензином, теперь ее надо потрясти. А затем надо оставить где-то примерно на 2-3 часа. Вся смесь бензин с мылом превратится в пюре, и тогда можно будет использовать. Прошло порядка 3 часов, и розжиг готов. То есть мыло напиталось бензином и стало вот наподобие пюре, а по цвету даже напоминающее яблочное пюре. И теперь продемонстрирую, как он воспламеняется, как он быстро воспламеняется. То есть на том месте, где мы собираемся сейчас сделать костер, выдавливаем немножко этой пасты, этой пюрешечки. Вот такая консистенция получилась. А дальше сверху укладываем дровишки, щепки, прутики и поджигаем.
схватывается моментально. Есть как бы, ну не минус, а такое обстоятельство, что чуть-чуть коптит, но в любом случае жару хватает. И не помеха дождь. То есть этого достаточно для того, чтобы разжечь костер в сырую погоду. В дождь, в туман или когда дрова у вас мокрые. Всего-то понадобилось хозяйственное мыло, бензин, терка и емкость, бутылочка для всей этой смеси. Конечно, альтернатива этой сухому горючему очень даже отличная, потому что сухое горючее тоже надо успеть. Не успеть, скажем так, разжечь, а на это занимает время. То есть, чтобы оно схватилось. А здесь чирк, буквально, скажем так, одна искорка от зажигалки, и все загорелось. Вот смотрите, сколько горит. Уже, наверное, минуту, а может даже 2. Еще запас есть. При этом еще сколько осталось на следующие разы. Поэтому, друзья, способ отличный. Если знаете лучше, обязательно напишите в комментариях. Ставьте лайки. Жмите на кнопку палец вверх. И вы тогда в походе или на рыбалке, на охоте всегда сможете разжечь костер очень быстро. При этом, смотрите, я специально подготовил бутылочку такую небольшую. Для чего? Потому что она, ну, занимает мало места. При этом не тяжелая. Сколько было здесь? 0,45, 450 грамм воды. То есть полкилограмма. Всего лишь ни о чем. А эффекта на очень много. Сказал бы на миллион. Потому что в сырую погоду важно каждая минута, каждая секунда важны, чтобы разжечь костер, согреться, вскипятить чай, а может даже приготовить ужин. Очень удобно. Бутылочку положил в рюкзак, в карман и при необходимости достал, выдавил, чиркнул спичкой и зажег. И подкидывает, только успевая, дровишки. Ребята, если вам этот ролик оказался полезным, если вы воспользуетесь им, да, или уже воспользуетесь, может быть, вы даже знаете какой-то другой способ, как развести костер в дождь или в такую сырую погоду, когда дрова все мокрые, обязательно напишите в комментарии. Друзья, надо. Если вам ролик понравился, ставьте, жмите на кнопку палец вверх. Большой палец вверх, пишите ваши отзывы, это я сказал. Подписывайтесь на канал Юрганов Лайф. Ну, а я с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, что был вам в помощь этим роликом. Говорю вам пока. Иван, канал Юрганов Лайф. До новых встреч. Пока.